Давай честно скажу. Как правильно сказать? Говно? В Новосибирске стрит не очень. Там пару небольших спотов именно по причине того, что элементарно негде ездить. Даже тот спот, который я 2 года назад мылил, сейчас там дикая колея. Я не видела, чтобы никто вообще толком катался по городу. В основном вот вы приехали, люди начали кататься, собираются толпой. Раньше было такое, но не в последние года 1,5-2. Пожалуй, я вообще не знаю никого больше, кто вообще занимается такой движухой. Нигде в мире я не видел пацанов, которые на своем энтузиазме ездят по разным городам и делают такой контент. Это реально круто, пацаны, респект. Много народу, кто вот говорит, что поедем, да, будем кататься. Ну, ты сам видел, собираемся, приезжает много народу, едет 3 машины. Они считать разучились? А 3 не всегда нижнего. Я Серега Барсик, в народе Барсик. Прозвище это прилипло из-за стрижки с полосками и буквах на номере код. Что, занимаюсь я дрифтом. В 2011 году, когда я приехал, было развитие. Приезжали сюда, силовики, которые сейчас в джипишке катаются, на небольшой парковке устраивали просто разнос. Причем с 2008 года обещали построить трассу. До сих пор это обещание не выполнено. Техники нагнали, там землю покатали с места на место. Все в таком состоянии находится по сей день. Дрифт начал там затухать. Прям очень сильно пропал интерес со стороны властей, никакой поддержки, ничего нет. В плане официалки тухлятина. В 2019 году, когда я официально заявился в эти соревнования,
По-моему, с Красноярска было 3 пилота, с Омска парочку и с Новосибирска там 6 человек. Ну, там топ-16 еле как набрался. То есть, ну, это совсем печально. Ну, в этом году карантин, во-первых. Ну и мало этапов, хотелось бы больше. То есть я езжу, получается, помимо Новосибирска, гоняю есть Топки, так в Кемеровской области, поселок или село, наверное, там кольцо. И там проходят Challenge-D соревнования, там по кайфу. То есть, хотя, казалось бы, Кемерово намного меньше, да, там и Красноярск тоже, у них же есть Красное кольцо. Почему в городе миллионники, в 3-м в стране нету даже элементарно не то что трека гоночного, а площадки, просто площадки обычной? Мне кажется, это актуальная более чем проблема. Раньше, то есть у нас были площадки, проводились тренировки, это Нордмол и Экспоцентр. Но потом с Экспоцентром, почему-то и с Нордмолом, я так понял, договор или там контракт уже у Новосибирской Федерации автоспорта закончился. Ну и приходится кататься там, где есть возможность. Метро – это наш самый классический спот, потому что все там учатся дрифтить, все.
Уехал из Барнаула в 2011 году в Новосибирск, потому что там был дрифт, я всегда хотел этим заниматься. Начал работать просто в автосервисе, потом потихонечку получилось свой сервак открыть. Серегу Поклонова сказать, что знаю, не могу очень хорошо. Живем вроде в одном городе, участвуем в одних соревнованиях, катаем. В стрите он не катает как таковом. То есть, знаю за Омегу, за станцию, знаю, что для туриков Новосибирска Серега Поклонов является царем и богом. Сначала это был такой небольшой гаражик, после этого стал сервис уже, который можно назвать сервисом. Як же дістали всі, я переповнена, була спокою мить, але уже нема, ніби злі демони, навколо селяться, знаю я де вони, на них нема лиця, кожен спускає пар, я випускаю дим, знаєш як жити так, як бути молодим, я розпиляюся, де концентрація, думала вранці я, думала, я успокоює мій рай. Але поки життя цару, доки в серці живе віра, я у себе життя беру, що успокоює мій рай, але поки життя цару, доки в серці живе віра, випускаю God damn, випускаю damn, God damn, випускаю damn, God damn, випускаю damn, God damn, випускаю damn, God damn, випускаю damn. Параллельно развитию сервака участвовал в соревнованиях по дрифту, но всегда при малейшей возможности для участия, без бюджета я всегда ехал. То есть я ехал на каких-то обносках, лишь бы ехать. Мой спонсор колесный, это был Евгений Лосев. То есть я, как за старшим братом, донашивал обноски, и его обносков не хватало там на 5-6 проездов. И параллельно с этим, наверное, году в 15-16 ребят стали отбирать лицензии за долбежку по городу. По городу то, что я бил курагазы, все и так знают. Я типа самый в РДС, я самый беспредельщик. Да. Мне, знаешь, кто такой полковник который? Он мне звонит, в субботу, в прошлую. Он говорит, ты, чувак, загубил весь РДС Сибирь. Я один, прикинь. И знаешь, что он мне сказал, что из-за этого Добровольский, сейчас, раньше, на сибирское отделение принадлежало там Армену, еще кому-то, я не знаю кому. Сейчас, Москва при Москве Добровольскому. Из-за меня одного. Я говорю, ты прикалываешься, что ли? Так я убийца, говорю, конкретный. Он говорит, я говорю, чем? Он говорит, тем, что ты, вверх Туле на площадке катался с пацанами, что-то там собирал. Я говорю, дайте тут, где кататься, в городе. Я буду тут кататься. Не будет где тут кататься, я буду кататься везде. По-моему, он делал того пацана на Чайзере в Тюмени, да? Прям вообще, прям просто без шансов. Мне кажется, приехали бы копы, он бы не остановился, сказал, да что вы мигаете, я катаюсь. Держался до последнего. Он, наверное, думал, то, что ты не поверил, то, что он нормально газует. Oh my God, those can't be the last words of your man. Damn, your man was so hard. Bring it. This is all we don't share. Right here, with your
fuck it, I'm going for 10. It's never gonna stop. And every fucking time I hit you, it's going straight to the top of the chart. Champion, I'm a thoroughbred, my blood is strong, and I scratch till you done. Cross the line. Попробовал что-нибудь, да? Да, я же говорил, он у меня не едет никуда. Yo, that's my word. I stay giving it to niggas, and I stay not really being heard, but Когда у меня только-только появились права, я дико кайфовал с города. Когда как раз я получил где-то в 2010 году, началась реконструкция дорог. Я ездил и думал еще, почему люди хают дороги плохие в Новосибирске. Я просто попал в тот момент, когда их начали как раз делать. Ездил, кайфовал максимально. И, как столица Сибири, гордился дико вообще. Можно ездить, есть определенные споты, где можно конкретно навалить. Центра у нас вообще прекрасный вид и трассы нормальные. Я люблю свой город, балдею. Мне нравится катать все. Да, город как город, мне кажется. Обычный город. Не знаю, что можно описать. Дороги хуевые, ужасные, блядь. Вообще отвратительные. Ушел 2020 год, дороги, вот как их тогда сделали, так они и остались. Пока доедешь до этого метра, позвоночник в трусы сыпется. Я раньше обожал стритуху, ни одной ночи я не проводил дома. Естественно, все я спускал на бензин, на резину. И круглый год мы с пацанами паровозы катали. Там начиналось с 2-3 машин, заканчивалось это 13-14 машин под утро собираются. Мы причем весь город могли проехать, особенно зимой. Первый будет. Ты где-то встаешь, махаешь, он едет, и все за ним, окей? say
Что скажу, это охеренно. Мы с этого начинали, блин, и кайфово было, когда мы выезжали в 10 вечера, блин. Привет, Армен. Было, да. Да. Было нас там двое. Здорово, Армен. А к 6 утра нас набиралось там по 13-14 машин, и мы ебашили, просто не вынимая, блин. Вот все вот развязки, кольца друг города. из друга, Это так охеренно было. Прям, что, сейчас вот опять А окунулся в эту молодежь как у нас атмосферу. пошла? Молодежь хорошая есть тут? Да молодцы ребята, блин. Понимание, когда будет, блин. Да нет, нормально. какое понимание, не порт движуху. Там мы соревнуемся, там надо что-то думать о каком-то зацепе, там, дрочить вот это давление, ну все. А здесь как бы другой мир, и не нужно его, блядь, ну типа портить, наверное, нет? Прикол, Ну что, вон тут люди по собрались, приколу. побазарили, тачки красивые посмотрели, погазовали, вон, Почти разъебали. смерти приближались, да, посейвились. Все, кайфово, уехали завтра на работу, кто-то вот ручник чинить. И все, и не нужно это все. Ну, конечно, можно так немножко приправить стритовый дрифт какими-то техническими приколами, так, для души. Но мне кажется, оно тут много-то и не надо. Поэтому едет, и все, и круто. Не-не-не. Нужно я на- имею в виду, блин, ну не перегибай. он же палку, пил. Барян. Ну я вообще под пивом, да. Так это же наоборот, типа, блядь, Ну, дай меня уважать. вообще полное непонимание. Разве нет? Так, Это так же вот полное это и есть. суть. Это же типа, блядь, эстетика разрушения, типа, блядь. Нет? Устрой, Типа это же, типа, да, вот тут ядерный взрыв ебашит, и вот на него менты приезжают. Получается, разве не так? Сезон закончен, сцепа сдохла, гаишники ловят. Все жиги сломались, ездить некому. У тебя же все ок с тачкой, да? Да. Ну, все по стоку. Мотор родной. Ехал я тут давеча с Кемеровской области, с Топков. Но меня остановили доблестная полиция. Я понимаю, выходя из машины, что они сейчас женщину на Subaru Impreza ругают за то, что у нее неродные лампочки в фарах. Он когда подошел, он говорит, у тебя лишение конкретно, то есть все, ты приехал. Я говорю, давай как-то решать. Ну, наша русская авось, там, думаю, может, что-то... Я занимаюсь сам бытовой химией, то есть работаю в конторе, там, вообще торговым представителем, короче. Я говорю, давай, говорю, у меня шампунь есть с собой. Я говорю, давай шампунь дам. Он говорит, я что, воняю? Короче, смотри, у тебя, говорит, вариант один. Я, говорит, сейчас перекрываю трассу федеральную, и ты, говорит, крутишь пятаки. Я снимаю эту хуйню для дочки на видео, ну, и мы тебя отпускаем. Я думаю, блядь, развод какой-то. Думаю, еще сильнее меня прилепят, короче. Ну, по-любому прям кинет меня. Все выгружаю. И есть видео, где чувак снимает, как мент снимает, как я катаюсь на перекрытой федеральной трассе, стоя вот так с двумя палками, и весь народ, короче, стоял, прям видел всю эту дичь. Всегда можно договориться вообще спокойно. То есть я с этим проблем не испытываю. Парни из нашей компашки тоже с этим проблем не испытывают. Кто-то даже респектует, так скажем. Просто говорят, ну, парни, как бы, вы катаетесь, ну, круто, все классно. Смените локацию. Вот мы вот в этом пятачке ответственные. Едьте туда, как бы все. Ну, просто, не знаю, как-то с пониманием относятся. Ну, и как бы мы, когда в нашей компании катаемся, ну, стараемся как-то более цивильно. Вот мы даже ездим там на ту же Верх-Тулу, за собой там, ну, прибираем, там, покрышки увозим, конусы, не мусорим. Я очень сильно люблю новосибирских полицейских. Очень сильно, всей душой. ГАИ Новосибирска лучший вообще, топчик. Да, и, блядь, я бы прям вообще написал бы ГАИ, там, все дела, полки все расписал бы. Они, чуваки, крутые. Пока не будет трассы, это все равно, это дорога в никуда. Федерация автоспорта у нас в Новосибирске не устраивает официальные тренировки. Федерация автоспорта мне ответит, что есть тренировки официальные, якобы, в городском аэропорту, на что я им отвечу, парни, там асфальт очень-очень плохой. Туда приезжаешь, и там яма на яме, и трава из асфальта растет, ну и все остальное. Ну, там чисто бетонные плиты. Никто не ухаживает ни зачем, никто этим не занимается, и деньги еще берут за это. То есть нам проще поехать куда-нибудь на свое место, там, найти, покататься, чем поехать на вот это специальное отведенное место, и там
просто гробить свою машину, грубо говоря. Вот мы вас свозили наверх Тулу показать. Это у нас неофициальные тренировки. Верх Тула – это площадка, находится в порядка 20 километров от города Новосибирска в области. На трассе непонятно кому принадлежит, вроде как Росавтодору или кому. Заасфальтированная площадка, большая достаточно. Отдаленность от города, то есть никому ты не мешаешь. Катаешься очень, можно разогнаться реально в полную дырку, там и флай, потренироваться, кайфово. Собираемся там порой, катаемся просто с ребятами, ничего не организовывая, никаких соревнований, ничего, просто по фану. Можно сказать, стрит, только более легализованный в отведенном месте. И катаем там с ребятами, ставим конусы сами свои купленные и парно катаемся, кайфуем. No show, no crowd that glows. I feel the weight now. No shows, no crowd that glows. I feel the weight, my friends, and it's funked up. I feel the weight, my friends. Feel the weight. I feel the weight. Под конец лета с ребятами из Go Hard пообщались. И я услышал такой вопрос, а почему у вас на Алтае никто не катает? На что я Артему ответил, что да блин, чувак, я хочу туда ехать с 2009 года. И сейчас у меня все срастается. На что мы вдарили по рукам. Ну и я слово сдержал. Я здесь. Народу бодрилось очень много, конечно, хотелось толпой долбануть тут по красоте.
Ну, у всех потом начала хрустеть задняя передача. Блин. Я бы 100% поехал, если бы не всеми уважаемый Игнат, который на своей скалке впилил мне и сделал сливу бананом. Я бы уже с вами долбил бы, не ссал, показал бы, как надо тогу проходить на маломощных автомобилях. Это круто, я очень хотел поехать с вами, но так получилось, что у меня тупо по финансовым проблемам я не смог поехать. Это надо же и бенз, и резину, и все остальное. Когда я увидел, что там водичка, я как раз поставил редуктор, я хотел поехать на следующий день, но я увидел то, что там погода изменилась и сухо стало. Да, у меня рези тупо не было. Когда в следующую поездку поедете, стопудово я тоже. Я прям подготовился бы к следующей поездке по Максбету и газанул бы с вами, и было бы все по кайфу. Значит, оказался я здесь в 2009 году. Была поездка там, приуроченная там, к свадьбе моей неудачной. Значит, был я здесь с тещей. Подо мной был 2-литровый морчок, ну, которому тут было очень тяжело. Я был восхищен, поражен вот этими серпантинами, перевалами. И в голове поселилась конкретно такая мысль, что, блин, однажды сюда надо вернуться на тачке, которая тут сможет. Направо поворачивать, ленту выезжать, надо всех пропускать. Да, вперед. Да, просто в натуре тут отвал башки. Это просто дичь какая-то. Не был? Я просто ехал. Я не знал, что сказать. Это просто офигенно. Надо старисяку выложить.
Есть чувство, что с одним дальше-то не поедем. Нет. Да сцепа. Это кончилось сцепление. Да не, она не кончилась. А все нормально. Это бывает. Last century. Тухлая рыба приказала долго жить. Не, ну проехали-то нормально. Надеюсь, завтра ворвемся еще. Только на других машинах, конечно. Собиралось, конечно, ехать много народу. Прям бодрилось пацанов, наверное, 10. Что вау, крутяк, мы помчим, это супер-супер. Ближе к делу народ начал так отсеиваться. И поехали, мы выехали в 2 машины. Далее, по приезду в Белокуриху, ребята в инсте начали отвечать на сторисы, типа, о, как так, почему мы не знаем про этот движ. И вот Кирюха Ковалев, молодец, просто подорвались с Новокузнецка в ночь. И все, всю ночь не мог спать, думаю, нифига себе движуха, надо как-то ехать, ни одна тачка не готова, на сливе коробка порванная, чадер там недособранный, нету ни лобовика, ничего. Думаю, надо как-то ехать. У моего друга близкого есть RX-7. Думаю, надо ее отжимать, короче, и ехать по-любому. Нельзя выпускать, уже зима скоро. Цепляют RX-7 на жесткую сцепку зафаря, и вот 400 километров почти до нас просто на одном дыхании пролетели. С утра мы просыпаемся, они здесь. ТГ, ну, честно говоря, первый раз вообще. В основном как-то на треках, на площадках катались. Ну, я скажу, адреналин тут пободрее. От обычного дрифта, от уличного отличия, конечно, есть. Особенно по, скажем так, по воздуху. Чувствуется, что требуется больше мощности. Когда ты поднимаешься вот так вот на высоту, у тебя меняется что-то с маслом, оно начинает греться, пи***ц, и давление масла падает. Просто я смотрел на датчики, охеревал, что с тачкой происходит. Дальше пацаны из Барнаула подтянулись. Сначала там с Каевом мотор приклеили они. Эпично так. Это их нисколько не угомонило. В Барнауле все такие. Они вернулись на следующий день на 2 чайниках. Сразу же их сходу залетели на рогах и всадили в отбойник. Дышь. Ну, слушай, они классно ворвались. Видно, что пацаны не очкуют, как бы лупят. Но я думаю, стоило немного прикататься к горам. В принципе, все было четко. И мы сразу, получается, долбили вчетвером. Вообще нормально, эпично покатались, обстучались со всех сторон. Ну, кайфово, кайфово.
Здесь атмосфера другая, свобода какая-то чувствуется, прям очень все своеобразно. Да, просто это очень офигенное место. Здесь побывать просто стоит. Не обязательно приезжать боками в башню, просто приехать сюда. Здесь охеренный воздух. Даже сейчас осенью здесь классная вполне погода. Очень все красиво. Ну и вам, пацаны, большое спасибо, что вы это все осветили. И мы сюда, блядь, приехали. Все, всем go hard, пацаны, блядь. Настал выбор стороны, городу нужен герой, и возможно это ты. Улицы горят огнем, на ушах стоит район, ведь огонь у нас внутри. Поднимите руку те, кто устал от этой лжи и улыбок этих светских. Ой, красиво так горит, будущее нас простит, но пора настала день. Дрифт — это здорово. И стрит-дрифт, официальный дрифт, дрифт на парковке, как бы, ну, классно, прикольно. То есть кому что по кайфу вообще. Блин, да меня это прет, я не знаю, все свое детство у меня постоянно было стертое заднее колесо на велосипеде, постоянно уничтожал, я запускал всю технику боком. Я не знаю, почему мне это, перло и нравилось вот с малых лет. Вообще это неотъемлемая часть моей жизни уже стала. Я уже без этого не я. Это как алкоголик с утра без опохмела. То есть я не могу, мне уже надо выплескивать адреналин. Я кайфую от этого максимально. Даже бабки мне порой меньше удовольствия приносят, чем дрифт. Хотя я очень люблю бабки. Так кайф. Дрифт — это кайф. Как мне нравится, я этим занимаюсь. То, как я кайфую за рулем, когда я иду боком, это ни с чем не сравнимо. Здесь так горят идеи, их не потушить водой. Настало время вернуться домой. Этот поезд плотнее, и нам не на что больше жаль. Этот поезд плотнее, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе. Этот поезд плотнее, и нам не на что больше жаль. Этот поезд плотнее, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей. Пора вернуть эту землю себе. Этот поезд плотнее.